то уже сил нет терпеть, как он каждый божий день приходит, нажирается, а потом буянит. Ни один алкоголик не пройдет здесь, чтобы не упасть. Здесь тоже. Но я думаю, что он где-то уже здесь, в этой квартире. Как вам пиво, Дмитрий? Пиво очень вкусное. Ням-ням. Он будет пить вонючую Балтику 9, которая сама по себе уже жесть. Со слабительным, сами понимаете. Еще пиво. Пиво заливай сюда. Всему свое время, Дмитрий. И как он отреагировал, что меня нет дома, а вместо меня какой-то мужик сидит? Он спросил, где вы, и я ему сказал, что вы у своей мамы, а меня наняли как специалиста, чтобы помочь ему избавиться от алкоголизма. Ой, зря вы так сказали, что я у мамы. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Денис, канал Охотник на ведьм. В общем, такая ситуация. Мне написала на почту подписчица, ее зовут Татьяна. Очень непростая ситуация у нее сложилась. Муж при жизни был алкашом. Вот. То и дело набухивался, как поросенок, и буянил, обижал их, и все такое. В общем, однажды он так сильно нажрался, что помер. Все бы ничего, но теперь его призрак приходит к ним и продолжает беспокоить, продолжает бухать, выпивает буквально всю алкашку, что есть дома, и съедает всю еду. И опять продолжает буянить и издеваться всячески. И вот она уже не выдержала, написала мне, чтобы я помог ей избавиться от, так скажем, направить его, чтобы он перестал бухать, чтобы, если уж он не уходит в другой мир, чтобы он исцелился от алкоголизма. А насколько вы знаете, что я могу также сущность избавить от этого недуга, потому что есть у меня навыки, более десяток сущностей я уже от этого избавил. Вот. В данный момент я уже приехал к ней домой, то есть вот я уже у ее дома сейчас стою. Вот. Так что сейчас я пойду внутрь уже, друзья. А вам хочу напомнить подписаться на канал, поставить лайк, оставить свой комментарий. Погнали. Друзья, я уже внутри, в этой квартире. Сейчас сразу хочу проверить показания на ЭМП. Да, я понимаю, сейчас еще только день, но тем не менее нужно попробовать. Вот. Сейчас мы пройдемся по этой квартире и быстренько все посмотрим. Так, это вот моя одежда. Серьезно, уже показывает? Интересно, на что? Друзья, звук я специально отключил с этого прибора, потому что многие писали, что звук раздражает. Звуковую плату я здесь уже вынул. Теперь будет только лишь индикатор уровня ЭМП. Интересно, на что он здесь реагирует? Второй лампочка загорается. Это халат Татьяны, как я понял. Она уже все вещи отсюда практически все уже вывезла. Так.
Здесь есть кто-нибудь? Да, больше пока ничего не показывает. Немножко, очень маленькие значения были у шкафа. Так. Здесь остались еще тапочки ихние. Фотография. Это Татьянина бабушка, если что, в молодости. Очень красивая, кстати. Так, а это Пушкин без носа, как Майкл Джексон. Интересно. Так, показания пока вообще не растут. Чуть-чуть показал лишь в том месте, и все получается. Время у нас сейчас 2 часа дня всего лишь. Так, пиво я уже засунул в холодильник. Татьяна говорит, что он очень и очень много выпивал. Вот, от этого, собственно, и помер. Но даже после смерти он продолжает им заниматься и доставать ее. Это мои контейнеры с едой, то есть я буду здесь кушать. То я все взял с собой. Вот. Надеюсь, что я успею все это съесть, прежде чем придет муж Татьяны, призрачный алкоголик. Да, достаточно редкий вид призрака, но такие тоже бывают, друзья. Бабочка девятка уже лежит наготове. Слабительный у меня с собой в рюкзаке. Также говорит, что ест абсолютно всю еду, все сжирает, все припасы. Поэтому она по максимальному все убрала с собой. Сейчас она у своей мамы живет. Вот. Такие вот дела, друзья. В общем, все, показания пока не растут. Вот на двойку вроде как моргает сейчас. Очень слабая пока активность. Так что, друзья, сейчас я буду расставлять здесь камеры. Позвоню Татьяне, скажу о том, что я прибыл, камеры расставлены и пиво я купил. Все. Будем смотреть и наблюдать дальше за этим местом. Друзья, после того, как я прошел по этой квартире с АМП, там уже были небольшие значения, что означало, что в квартире присутствует паранормальная активность. Вы спросите, зачем я купил именно Балтику девятку, для того, чтобы подмешать в нее снотворное. Дело в том, что я сейчас расскажу вам один случай в своей жизни, после чего я теперь пользуюсь именно Балтикой девяткой для этих целей. Мы распивали пивные напитки, в том числе Балтику девятку. Это было в компании друзей, отмечали очень большой праздник. И вот после 10-й бутылки я оказался в туалете, у меня был дикий понос. Я не знаю, подмешали они мне что-то туда в Балтику, или это просто уже сама Балтика так сказалась на мне. Но после этого случая я всегда использую именно Балтику девятку в таких целях. Кстати, это не реклама, если что, но просто, если что, я рекомендую вам именно этот напиток, если вы хотите провернуть нечто подобное. Так, друзья, сейчас я звоню Татьяне, нужно ей сообщить о том, что я вообще уже пришел в квартиру, и рассказать ей, что пиво куплено, и все готово. Татьяна.
Алло, добрый день, Татьяна, это Денис. Здравствуйте, Денис. В общем, я уже в вашей квартире, камеры расставил, ЭГФ, как вы знаете, у меня тоже с собой. Вот. А что такое ЭГФ? Ну, это такая штука, с помощью которой можно разговаривать с призраками. А такое бывает? Ну да, Татьяна, это такое сложное устройство, которое мне сделал один инженер, его зовут Максим Кошкин, если что. Понятно. Хорошо. А вы пиво купили уже? Да, я купил пиво, как вы и говорили, достаточно дорогое пиво взял специально. Вот, то есть, чтобы его сначала приманить этим пивом, а потом уже Балтика девяткой со слабительным его обезоружить. Я думаю, после этого он завяжет и уже не сможет пить пиво. Отлично. Я надеюсь, это сработает. То уже сил нет терпеть, как он каждый божий день приходит, нажирается, а потом буянит. Да, я понимаю, Татьяна, не переживайте, все-таки я профессионал в этом деле. Не один десяток призраков уже от алкоголизма я избавил. Мой метод взял на вооружение даже Дима Масленников. А кто это такой? Да чувачок один, в принципе, не особо важно. В общем, паранормальный чел. Вот. Ну, самое главное, я вам помогу. Если что, будем с вами на связи. Я пока буду подготавливать ловушку для призрака. Спасибо вам, Денис, что взялись за это дело. Звоните, держите меня в курсе. Хорошо, Татьяна, тогда на связи. На связи, Денис. Все, до свидания. До свидания. Так, ну все, друзья, первый телефонный разговор уже, соответственно, произошел. Пиво готово. Призрак вам появляется, как она сказала, в основном только вечером. Сейчас у меня есть уйма времени, чтобы подготовиться. Расставить ловушечку для призрака. Сейчас я вам покажу, что это за ловушка. Вот. Пиво я пока уберу в холодильник, чтобы оно было более привлекательным и вкусным. Вот. Ну, вся надежда на Балтику девятку и слабительное. Ну, а также еще один секретный метод. Дальше вы все увидите, друзья. Друзья, все, я делаю растяжечку. Это ловушка для призрака будет. По идее, когда он набухается, я думаю, что он будет обязательно спотыкаться об все эти веревочки. Я их расставлю по всей квартире. Одна будет здесь натянута. Самое главное, самому в эту ловушечку не попасть, друзья. Так, сейчас. И не споткнуться. Так, здесь мы сейчас чем-нибудь тоже подвяжем. Первая будет готова уже. Так, ага, вот сюда ее. Сейчас мы прижмем тут. Что-то отвалилось, друзья. Ну, ничего страшного. Сука. Так, все, готово. Поехали дальше. Опа. Так. Вторая ловушечка у нас будет, я думаю, что на кухне. Это самое такое актуальное место. Все-таки сюда он будет заходить за пивком. И здесь надо очень хорошо натянуть. Делаем морской узел. Вот, отлично. Так, и здесь. Смотрите, какая система. Отлично, отлично. Здесь тоже завяжем. Ни один алкоголик не пройдет здесь, чтобы не упасть. Тем более призрак. Ну все, сейчас еще одну ловушку я оставлю. И уже расставлю камеры. Сделаем приманку для него. И будем ждать. Так, друзья, камера, которая будет направлена на кухню, на холодильник, уже пишет. Соответственно, когда он начнет его открывать, мы все это увидим.
Пока все на месте. Я пойду дальше расставлять камеры. Друзья, камера в туалете уже пишет. Я думаю, что я ее здесь оставлю для того, чтобы я понимаю, что будет. Когда он выпьет пиво, Балтику девятку со слабительным, скорее всего, он побежит сюда. Мы уже будем здесь наблюдать за ним. Также сейчас я сюда поставлю ЭГФ. И уже в процессе его включу. Будем слушать, о чем он там будет говорить. Вот, я пойду пока дальше расставлять камеры. Так, еще одну камеру я поставлю сюда. Пусть она снимает таким образом, чтобы было видно проход на кухню. Все. Сейчас я буду уже буквально подготавливаться к этому приходу призрака. Так, друзья, еще одна камера будет стоять направлена на кровати, на этот проход. Я предполагаю, что я здесь буду спать. Вообще, если, конечно, все будет нормально, я попытаюсь здесь поспать. И вот также снимает мою ловушку. Так, я думаю, что еще одну или две камеры мне нужно кое-куда воткнуть. И уже, в принципе, дожидаться этого призрака. Как вы сейчас видели, двигался стул, он парил над землей, также упала скатерть со стола. Я думаю, что это пришел призрак алкаша. Он, конечно же, искал свое пиво, но не нашел его и начал буянить. И, конечно же, вы задаетесь вопросом, где был я в этот момент. Но здесь все очень просто. Я был в туалете, потому что утром я приобрел шаурму за 200 рублей, и так оказалось, видимо, она была не очень хорошей или что-то такое. В общем, меня закрутил живот, я побежал в туалет. Очень-очень жестко был понос у меня в этот день. Пробрало так знатно. Друзья, вот мы и дождались наступления темноты. Сейчас я приведу исследование ЭМП. Включим его. Если сейчас уже значение повысится, то думаю, что самое время тогда будет наливать
пенный напиток и приглашать, соответственно, нашего призрака на дегустацию, так скажем. На третий уровень пошел. Причем где-то вот здесь, на кухне. Вот буквально рядом со мной. Видите, 3 лампочки загорается. Здесь тоже. Но я думаю, что он где-то уже здесь, в этой квартире. То есть активность явно усиливается. Я думаю, что пора разливать напитки. Так, друзья, давайте приступать. Ёпти. Черт возьми. О, разливаем. О, хорошая, реально хорошая. Очень хорошая. Самому захотелось теперь. Но нет. Полный бокал. Ну прям красота. Красота. Так, ну что ж, я сажусь. Осторожно с этим микрофоном. Я присаживаюсь. Так. У меня есть тоже кое-какой напиток, Кагор, как всегда. Для кондиции тоже нужно будет. Вот, потому что сейчас начнется, друзья. Я думаю, вы сейчас задаете вопрос, зачем я попивал Кагор из своей фляги? Ведь я пришел сюда для того, чтобы исцелить эту сущность от алкоголизма, а зачем-то типа сам начал попивать. Здесь все очень просто. В этой фляге был непростой Кагор, на нем были произнесены молитвы. Также батюшка его одобрил, замолил, то есть его полностью. И, разумеется, выпив такой напиток, преисполняешься духовной энергией, и гораздо проще становится работать с сущностью. Смотрим дальше. Хорош, хорош. Так, ну что, попробуем включить ЕГФ, я думаю, уже пора. Призрак мужчины, мужа Татьяны, Дмитрий. Я, кстати, его зовут Дмитрий, забыл упомянуть. Дмитрий, я приглашаю вас посидеть со мной и отведать певца. Смотрите на бокал, друзья. Потихоньку отпивает. Это хорошо.
Призрак Дмитрия. Я должен с вами поговорить насчет вашего алкоголизма и помочь вам с этим недугом завязать, хотя бы после смерти. Пожалуйста, выйдите со мной на контакт. Ну, все еще пьет, друзья. Как вам пиво, Дмитрий? Пиво очень вкусное. Ням-ням. Да, это я выбирал. Так, ну а у меня есть мой напиток. Походу он решил до конца выпить. Дмитрий, скажите, как вам можно помочь, чтобы вы потихонечку вообще завязались с этим делом? Неужели вам даже после смерти действительно хочется набухиваться? Хочу еще пивка. Наливай. Еще пиво? Пиво заливай сюда. Всему свое время, Дмитрий. Я хочу вам помочь сегодня. Для этого я здесь. А где моя жена и пиво? Ваша жена сейчас отъехала. Она, в общем-то, своей мамы. А ты тогда что за хрен? Ну, меня зовут Денис. Меня позвали сюда для того, чтобы я излечил вас от алкоголизма. Вот. Я специалист в области паранормальщины. И могу вам помочь также, чтобы наконец-то освободились от этой привычки. Так что надеюсь, что вы вполне себя адекватно будете вести сегодня и не нахлюпаетесь. Я буду пить пиво и кушать твою еду. Хрен где моя еда. Ясно, понятно. Окей. А ты налей мне и отойди. Ну что ж, хорошо, Дмитрий. Я думаю, мы вернемся еще к этому диалогу. Вот, пока что располагайтесь. Я тут продолжу свои дела, так скажем. Вот. Ты вонючий козел. Ты сам ты козел, блин. Слышь? Я ж тебя вообще не оскорблял. Еще когора. И мне тоже когора наливай. Так, Дмитрий, я отключаю ИГФ, потому что, я так понимаю, вы сейчас не готовы к этому разговору. А как же пиво? Да, друзья, что могу сказать? Чуть попозже я еще кое-что сделаю, но начало уже положено, и я сейчас попробую уже связаться с Татьяной, чтобы рассказать, что все идет по плану. Друзья, я думаю, после этой сцены вы знатно посмеялись, в принципе, так же, как и я.
Сам долго очень ржал над этим моментом. И хочу вам пояснить, почему у Дмитрия, у призрака алкаша, был такой смешной голос. Получается, мой ЭГФ работает таким образом, что считывает голос сущности. И, разумеется, у каждой сущности он разный. У демона может быть более грубый голос, у призрака какой-то совершенно другой, у домового там вообще какой-нибудь писклявый и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, у призрака алкоголика Дмитрия оказался очень такой смешной, какой-то, я не знаю, забавный голос. Вот. И программа считала его именно таким, поэтому выдала такой результат. Я уверен, что это очень смешно, но тем не менее, как-то так работает мой ЭГФ. Да, признаю честно, я сам тоже смеялся над этим моментом, когда монтировал его, я просто настолько смеялся, что до слез просто. Вот. Смотрите, дальше будет еще интересней. Так, друзья, все, я звоню сейчас Татьяне. Вот. Нужно ей рассказать, соответственно, то, что я вступил с ним в контакт. Алло. Татьяна, это Денис, вечерочек добрый. Добрый вечер, Денис. Что там у вас? Да все хорошо. Он проглотил наживку, теперь дело за малым. Я вошел с ним в контакт. И как он отреагировал, что меня нет дома, а вместо меня какой-то мужик сидит? Он спросил, где вы, и я ему сказал, что вы у своей мамы, а меня наняли как специалиста, чтобы помочь ему избавиться от алкоголизма. Ой, зря вы так сказали, что я у мамы. Вдруг он сюда пьяный припрется теперь. Черт возьми, что-то я об этом не подумал. Ну не переживайте, сейчас мы с ним сыграем в Литербоул. Меня в этом еще никто не переигрывал. Ладно, Денис, делайте так, как договаривались. Только не напивайтесь там. Конечно, Татьяна, все будет хорошо, не беспокойтесь. Если что, я позвоню, на связи. Хорошо, будьте осторожны. До свидания. Все, до свидания. Так, друзья, я, видимо, немножко поспешил, что уже сказал, что она у своей мамы сейчас. Ладно, мне придется сейчас сыграть с ним в Литербоул. Напоить его. Вот. Погнали. Друзья, я сейчас сделаю очень хитрый ход. Я обману его. В ту бутылку с хорошим пивом я сейчас подмешаю Балтику 9. Туда снотворное залью. Я думаю, что от такого Литербоула он просто охренеет. А у меня же будет нормальное пиво. Естественно, я выиграю его. Самое главное, чтобы он ничего не заподозрил. Я пытаюсь сделать это аккуратно. А он будет пить вонючую Балтику 9, которая сама по себе уже жесть. Но она со слабительным, сами понимаете. Так. Все, сейчас я камеру поставлю. Так, все, друзья, начинаем. Так. Отлично, отлично. Сейчас сюда зальем другую жидкость, о которой он, естественно, не подозревает. Уф. Очень нежно. Он будет думать, что он хорошее пиво пьет. Ну нет, дружище.
Ё-моё. Так, еще. Ставим. Блять. Зараза. Ладно, сейчас ставим еще немножко места. Придется отпить теперь это дерьмо. Что-то слабительное, чтобы туда залить. Едите. Все, сейчас залью слабительное и начнем. Друзья, на этом первая часть этого видео подходит к концу. А сейчас я предлагаю вам посмотреть, что будет во второй части этого видео. Коротенький ролик. Обязательно посмотрите его. Он будет на ваших экранах прямо сейчас. Что ты там пьешь опять? У меня хуйня какая-то по вкусу. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Сука, я сейчас обоссрусь. Ну, такое ощущение, что он обиделся или что-то такое вот. Он что, в шкаф что ли спрятался? Будто все люстры шатаются. Димон, ладно, давай уже завязывай с этим. Не трогай люстры. Они дорогие. Не могу никак оторвать эту туалетную бумагу, бля. Ну и хрен с ней, пойду с грязной жопой, я все равно уже сдох. Вторая часть выйдет через несколько дней. Она будет, как вы уже, наверное, догадались, еще более смешной, более интересной. Обязательно посмотрите ее. Вот. И не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и оставить свой комментарий, друзья. Всем спасибо и удачи!